Всем привет! И у нас сегодня рубрика «Обзор мотоэкипа» и отзыв о нем. Хочу сегодня рассказать вам о своем шлеме для эндуро-покатушек. Шлем производства компании Just One. Модель J18. Расцветка, насколько я помню, называется Virtual. Такой шлем матовый, бело-черно-красный, такой классический интересный цвет. В агрессивном дизайне. Сейчас я вам его немножко подвигаю, покажу. Для тех, кто не в курсе, Just One — это итальянская компания, а итальянцы умеют делать красиво и стильно, и также удобно. Вот хочу вам показать такой шлем. Шлемом очень доволен. Купил я его прошлой весной, то есть, получается, откатал прошлый год, откатал этот год. Катался не очень много, но кое-что могу уже рассказать об этом шлеме. Итак, первое. Шлем очень комфортный, просто очень комфортный. Такой шлем выпускается в двух размерах внешней скорлупы. Это размеры от XS и, по-моему, до M, и от L и выше. У меня размер L, соответственно, это больше размер внешней скорлупы. Вес у большего размера, если верить наклеечке, то 1400 плюс-минус 50 грамм. У меньшей скорлупы по заявлению производителя 1200, по-моему, или 1180 грамм, ну то есть довольно неплохо. Корпус выполнен из стеклопластика, что позволяет этому шлему быть довольно легким и крепким. У меня вот шлем, уже у него есть боевое крещение, чуть-чуть пострадал, но здесь не видно, козырек я уже новый поставил. Все, выдержал. Отлично. Шлем. У этого шлема есть два неоспоримых, очень прикольных фактора. Это, соответственно, его агрессивный, стремительный дизайн. И второй – это офигенно комфортная подкладка. То есть, при выборе этого шлема я выбирал еще были два шлема. Первый – это LS2 MX470, шлем такой тоже выглядит довольно агрессивно, очень много отверстий у него вентиляции, я, наверное, приложу картинку такого шлема, который я смотрел. Все прикольно, тоже понравился, стоил он, кстати, дешевле, на тот момент он стоил, по-моему, 14 тысяч, 14 500 или 14, то есть этот стоил где-то 16 500. И еще я хотел посмотреть Aerox Aviator, но я его не дождался в моем размере, поэтому купил этот. По сравнению со своими конкурентами, этот шлем берет своей невероятно удобной внутрянкой. То есть внутренняя подкладка очень удобная. То есть я мерил другие шлема, понятное дело, определенной ценовой категории. И этот шлем, он в разы удобнее. То есть когда его одеваешь, он прям выделяется очень сильно по сравнению с своим конкурентом. То есть LS2 это такая простенькая подкладочка, Aerox, я попроще мерил, конечно, там тоже простенькая подкладочка, у Aviator не знаю. А вот этот шлем я одел и просто его не захотел снимать, он очень комфортный, поэтому кто будет выбирать шлем, советую его померить, потому что он реально очень мягкий, комфортный, прям как дома. Это его неоспоримый плюс. Очки я сразу к нему купил, тоже фирмы Just One. Очки простенькие, прям идеально сюда вписались. Прозрачный такое стекло. Откатал в них, проблем с ними не было. Не запотевают, класс. Вентиляция у этого шлема тоже, кстати, очень офигенная. То есть здесь спереди, это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И, наверное, снизу еще такие отверстия есть для потока воздуха. И сзади у нас сверху, здесь сверху отверстия, сзади такие здесь. И снизу такие сопла для выхода воздуха. В этом шлеме летом откатался и в 30 градусов жары катался
проблем вообще нет. То есть нет такого эффекта, что задыхаешься. До этого я пробовал кататься, у меня есть китайский эндуро шлем, там вентиляции практически вообще нет. На том, конечно, это жесть. То есть едешь какой-нибудь маленькая там сложность, где надо чуть-чуть поработать телом, там, переехать бревно, по песку проехать, и начинаешь просто задыхаться. В этом шлеме это просто небо и земля. Едешь, кайфуешь. Что касается внутрянки. Сейчас покажу вам, наверное, внутрянку. То есть такой вот материал, все снимается, все отстегивается. Петли для экстренного снятия шлема с головы райдера, D-Ring. Кстати, очень так хорошо сделанный D-Ring. Здесь вот такие подкладочки. Все снимается, все моется, за исключением некоторых вещей. То есть вот этой ткани и здесь, вот сейчас покажу вот этот кусочек ткани. Но это, наверное, зубной щеточкой и порошочком надо стирать. Внутрянку все уже снимал, стирал. Все очень удобно. На зиму, кстати, вот сейчас катался, уже температура не такая высокая, как летом. Я внутряночку снял и вентиляционное отверстие бумагой закрыл, дабы голову свою лишний раз не студить. Центральное отверстие, кстати, вот это можно, там есть фильтр такой поролоновый, можно вынуть, помыть. То есть здесь вот защелочка такая убирается, вынимается фильтр и можно помыть. Но эти отверстия, конечно, тут никакого фильтра нет. Шлем, повторюсь, удобный до безобразия за свои деньги. Не знаю, как, допустим, у более старших моделей, дорогих, таких-то там, как там Айрах, там высокие модели Fox или еще остальные. Но всем, кто выбирает, рассматривает шлем, крайне рекомендую. Просто бомба. Так, козырек регулируется, такие прикольные у него барашки, тоже типа J1, пластиковые. Козырек я уже заказал себе новый, у меня шлем упал вместе с мотоциклом, и козырек чуть-чуть покоцался. Не сломался, но покоцался. По фэншую решил заказать себе новый. Проблем с этим нет. Здесь вот боевое крещение. Такой вот шлем. Очки, кстати, тоже. Здесь ремень, наверное, у многих ремешок там прорезиненный внутри, то есть ничего не съезжает, все удобно. Крепление уже приспособлено для экшн-камеры. У меня Sony, то есть сюда можно, в принципе, ее прицепить и кататься. Сейчас, думаю, покажу вам, как он выглядит на голове. Такой шлем. Так вот шлем выглядит на голове. Прикольный агрессивный дизайн. Ну, есть неудобство, конечно, то, что этот шлем за счет того, что это самая большая скорлупа, вот подбородок, конечно, он выступает. То есть бывает иногда, конечно, неудобство. То есть, есть фишка о том, что как бы этот подбородок сделан таким образом, чтобы он, грубо говоря, упирался в грудь и не было возможности себе свернуть шею. Некая такая пассивная безопасность в плане дизайна. Итальянцы что бы хотели. Так вот он выглядит с другой стороны. И, соответственно, так вот он выглядит сзади. И повторюсь, шлем лично для меня имеет два классных преимущества. Это агрессивный дизайн, тем более в таком цвете он мне очень нравится. И невероятно удобная внутрянка. То есть после длительных покатушек, бывает, с ребятами катаемся, они делают перекур, останавливаются, снимают шлем и говорят, там, надо шлем снять, голова болит. Я в своем могу кататься весь день, и голова абсолютно не устает. Так что, кто будет выбирать, если вы хотите приобрести шлем и будете рассматривать конкретно эту модель Just One J18, так что померяйте, и вы поймете, о чем я говорю. Получился у нас такой мини-обзор о шлеме. Кому было интересно, можете поставить лайк. Кто подчеркнул что-то для себя полезное, тоже можете поставить лайк. Если подпишетесь к каналу, вообще не обижусь.
А снимаю я все эти видеоролики для чего? Для того, чтобы каждый из вас мог зайти и посмотреть про интересующий мотоэкип, допустим, в данном моменте мы, как я рассмотрели шлем, от реального владельца, то есть того человека, который на протяжении какого-то времени уже ее использует. Не в каждом магазине можно зайти, да, и не каждый магазин может похвастаться каким-то разнообразием брендов и разнообразием размеров, где ты можешь зайти в один магазин и посмотреть, то есть что тебе подходит, что не подходит. Пока ты это все не почувствуешь сам на себе, ты, возможно, и не узнаешь. То есть, чем тот или иной продукт плох или хорош. То есть, про шлем я вам рассказал, все, что хотел, поведал. Если будут какие-то вопросы, можете писать. Ну, буду отвечать по мере возможности. Все, в общем, всем пока. Если что, заходите на канал.